Генеральный спонсор канала Airsoft Store. Всем привет! Вы на канале Таганай. Наконец мы возвращаемся к теме игры против реальности, где проверяем, насколько игровые навыки осуществимы и эффективны в настоящей жизни. Да, виртуальная реальность накладывает свои ограничения, но где-то, наоборот, позволяет использовать особенности игровой механики, чтобы победить. Но могут ли эти навыки и механики пригодиться в настоящей перестрелке? Как вы помните, в первой части мы поговорили про стрейф, префайр, рикошеты гранат, пистолет вместо перезарядки и стрельбу от бедра. И я попросил в комментариях написать, какие еще навыки стоит проверить, и список получился внушительный. И сегодня у нас не менее интересная подборка. Мы выясним, правда ли, что с пистолетом или ножом в руке бежать быстрее, работают ли подкаты и дропшоты, стоит ли менять магазин, в котором еще есть патроны, ставят ли хедшоты в реальной жизни, и правда ли, что из положения сидя и лежа стреляешь точнее. Проверку, как водится, мы проведем, используя гражданское огнестрельное и пневматическое оружие, а там, где надо будет стрелять друг по другу, воспользуемся страйкбольными приводами. Не повторяйте наши испытания самостоятельно. Все трюки выполнены обученными людьми. Видео не содержит призывов к насилию, а является познавательным исследованием игровых механик. Приятного просмотра! Бег с пистолетом или ножом. Не во всех играх есть эта приколюха, но тем не менее во многих шутерах, переключившись на пистолет или нож, или вообще убрав из рук оружие, вы будете бежать заметно быстрее. Естественно, скиллованные игроки используют эту фишку, чтобы опередить противника на старте или при выполнении маневров, что дает игровое преимущество. Но с точки зрения реализма данный прием, как правило, вызывает усмешку. Как может взятый в руку пистолет или нож ускорить бег? Ведь общая масса снаряжения остается прежней. Автомат никуда не девается, его просто убирают за спину, висеть на ремне. Попахивает бредятиной. Но мы решили все же провести полноценную проверку, да еще и в 2 этапа, потому что результаты первого исследования нас удивили. Итак, боец бежит дистанцию сначала с автоматом в руках, а отдохнув ту же дистанцию, но держа в руках пистолет. Результаты получились неоднозначные, но в итоге большинство бойцов с пистолетом показали лучший результат. Да, на доли секунды, а то и на несколько секунд, но преодоление дистанции с пистолетом в руке заняло меньше времени, чем с автоматом. То есть бег с пистолетом быстрее. И как ни странно, у этого есть объяснение. Бег осуществляется в результате сложной скоординированной деятельности скелетных мышц и конечностей. Важную роль в этом играет именно координация и слаженность работы всех мышц. И мышцы верхних конечностей тоже в беге участвуют. Если не верите, сделайте руки по швам и попробуйте быстро-быстро бежать. Неудобно, правда? А руки работают в противоход с ногами, обеспечивая баланс и равновесие, и позволяя делать мощные толчки. Когда в руках автомат, полноценно помогать руками при беге не получится, руки заняты. А вот если автомат убран за спину и не мешает, а в руке зажат пистолет, то есть руки по факту свободны и могут работать в противоход, бег получается более эффективным. Таким образом, то, что вызвало усмешку и казалось глупостью, при ближайшем рассмотрении оказалось правдой. То ли еще будет. Подкаты. Подкат – это резкий уход из бега в скольжение с понижением. Позволяет внезапно для противника изменить уровень и уйти с линии огня, не прекращая стрельбу и движение вперед. Механика, которая есть опять же не в каждом шутере, но замеченная в BF1, Insurgency и конечно же Warface. Выглядит подкат в этих играх по-разному, но суть не меняется. Вы уходите из прицела противника, а сами ведете по нему огонь. Опытные игроки, вовремя применяя подкат, вводят зазевавшихся врагов в ступор и легко с ними расправляются. Очень эффективный, а главное кинематографичный и зрелищный игровой навык. Но возникают сомнения, будет ли этот прием работать в реальной жизни? Что ж, проверим. Для начала надо хорошенько разбежаться, потом вниз, и тут же мы столкнемся с проблемой под названием сила трения. А выполнение подката на земле, траве, камнях, любой шероховатой поверхности невозможно в принципе. Тем более, что поверхности эти неоднородны, имеют кучу мелких предметов, камушков, пыли, мусора, которые еще сильнее задержат ваш суперподкат. То есть для выполнения подката нужны идеальные условия. Абсолютно гладкая поверхность без мусора и препятствий, желательно скользкая, то есть кафель или лед. А вот на них воспроизвести механику подката из игры можно. Только вот что это даст?
В играх, человеку, против которого применен подкат, сложно, потому что его взгляд и оружие двигаются синхронно, и сложно скорректировать стрельбу. В реальности же оружие не привязано к взгляду, так что его направление можно быстро скорректировать кистевым движением. Так что подкат может оказаться полезным только при очень близкой дистанции и неожиданном появлении. Когда противник, например, нарезает сектор, а вы вылетаете на нижнем уровне и высокой скорости. Это единственный вариант теста, при котором человек, выполняющий подкат, смог несколько раз поразить своего противника. Так что полезность подката в реальной жизни вызывает серьезные вопросы. И очевидно, что этот навык применим только в очень специальных условиях. Да и главная польза от него — это резкий уход вниз с линии огня. Желательно со стрельбой, но это уже дропшот. Дропшот, от английского дроп — падать, шот — выстрел, то есть по-нашему стрельба в падении. Сам по себе переход в положение лежа в играх очень широко применяется, хотя бы для того, чтобы резко спрятаться за укрытие, если надо разминировать или закладывать взрывчатку, или просто уйти из-под огня. Но делать это одновременно со стрельбой — скилл уже более серьезный. В шутерах этот момент реализован по-разному. Где-то вы реально совершаете нырок, где-то просто опускаетесь в положение лежа. Иногда в момент смены положения тела вы не можете вести огонь, однако даже при таком штрафе навык все равно работает. Вы резко уходите с линии огня, чем удивляете противника, и пока он снова ловит вас в прицел, успеваете выстрелить первым. Особенно это круто работает в узких пространствах и на близкой дистанции, а в большинстве шутеров стрелять в цель можно и до падения, и после, и в процессе, отчего эффективность навыка взлетает до небес. Но насколько осуществим этот прием в настоящей жизни? Уйти вниз в реальности можно разными способами. Классический нырок, прыжок вперед в положение лежа, применяется нечасто, ведь при падении вы воткнетесь оружием в землю, а лицом в оружие. Это можно проделать разве что в глубоком снегу. Поэтому чаще всего идет сначала смягчающее падение на колени, а уже потом с колен вперед. И это занимает определенное время. Вести огонь в процессе выполнения упражнения достаточно проблематично. Попасть в кого-то тем более. Другой вариант – падение на спину ногами вперед. Этот навык проще, хотя тоже требует определенной подготовки. Ноги проскальзывают вперед, частично гасят инерцию и смягчают падение. В таком случае изготовиться к стрельбе получится значительно быстрее. Удерживать прицел на цели в процессе ухода вниз можно, но сложно. Аналогичная ситуация с падением на бок. Наконец, самым эффективным оказался уход вниз в глубокий присед, который при должной подготовке вполне может заменить уход в положение лежа по изменению высоты силуэта. Главное преимущество – это скорость выполнения и возможность вести стрельбу до, в процессе и сразу после ухода вниз. Отклонение прицела от мишени минимально, то есть вы не просто падаете за укрытие, вы еще и успеваете ужалить противника. И как ни странно, именно этот метод в наибольшей мере отражает то, что в играх называется дропшот. Ну а сама методика быстрого ухода вниз с готовностью к стрельбе в реальности очень часто и активно применяется. Способ ухода зависит от подготовки бойца и конкретной ситуации. Более того, как мне кажется, этот навык в большинстве игр недооценен и реализован достаточно топорно. Хотя именно эта механика ухода от вражеского огня гораздо более близка к реальности, чем пресловутый стрейф, о котором мы говорили в прошлый раз и который как раз используется в шутерах повсеместно. Стрельба из положения сидя и лежа. Ни для кого не секрет, что в играх из положения сидя и лежа стрельба точнее. Для многих игроков привычным является алгоритм: добежал до укрытия или нужной позиции, присел, осмотрелся. И стрелять на средние и дальние дистанции в играх стараются из положения сидя или лежа. И точность такой стрельбы заметно возрастает. Даже в хардкорных шутерах типа армы или сквада стрелять на большие дистанции с рук очень проблематично. И попасть в противника на большой дистанции можно только из приседа и положения лежа. Но так ли это в реальности, или это опять игровая условность? Для испытания мы отправимся в тир и проведем стрельбы из огнестрельного оружия из положений стоя, с колена и лежа на дистанцию 50 и 100 метров. Удивительно, но разница в точности стрельбы оказалась очень заметной и даже превышает таковую в играх.
Повторим тот же опыт с пневматическим оружием и обнаружим, что результат совпадает один в один. Самая плохая кучность при стрельбе стоя, показатель при стрельбе с колена значительно лучше, ну и самой точной предсказуемо оказалась стрельба из положения лежа. Большинству и так все ясно, а для тех, кто оказался удивлен, поясним. Все дело в координации. Когда мы стреляем из положения стоя, нам приходится, во-первых, удерживать себя на ногах, сохраняя баланс и равновесие. Плюс к этому удерживать оружие в руках, не имея никакого упора. И естественно, раскачка оружия будет максимальной, а кучность стрельбы минимальной. Занимая положение на колено, мы практически выключаем из работы нижние конечности, что упрощает удержание равновесия. Более того, руку, которая держит цевьё, можно упереть в колено или бедро, что еще сильнее уменьшит раскачку оружия. Остается только на секунду задержать дыхание, и в сумме мы получим значительное повышение кучности и точности стрельбы. В положении лежа фактор удержания равновесия и раскачки оружия исчезает полностью, особенно если положить оружие на какой-то упор или поставить на сошки. Стрелять из такого положения проще всего, и если правильно прицеливаться и не спешить, точность будет максимальной, что и подтверждает наш эксперимент. Так что в этом игры не врут. Но тут, честно скажем, все было довольно предсказуемо. Хедшот. Хедшот. От английского head и shot – голова. Выстрел в голову. Но это просто игровая классика. На большой дистанции любой опытный игровой снайпер постарается поставить хедшот, то есть выстрелить именно в голову противника, чтобы убить его одним выстрелом. Более того, стрелять в тело в такой ситуации в большинстве игр вообще нет смысла. Противник вряд ли погибнет от одного выстрела, но точно спрячется и постарается восстановить здоровье. Да ну нахуй. Поэтому в шутерах мы тратим время, выцеливая голову противника, рискуя первыми получить пулю, но оно того стоит. Даже в ближнем бою опытные игроки стараются стрелять в верхнюю часть силуэта, чтобы отдача подбросила оружие вверх и получился хедшот. В принципе, все это очень реалистично. Попадание в голову почти гарантированно убивает, ну или по крайней мере точно выводит из боя. Но ставят ли хедшоты в реальности? И тут есть одна тонкость. Дело в том, что в играх и в реальной жизни попасть в голову труднее, чем в корпус. Более того, если вы стреляете в корпус, но выстрел получается не совсем точным, пули с большой долей вероятности все равно попадут в цель, так как куча остается на силуэте противника. Теперь прицелимся в голову, и вы видите, что происходит. Значительная часть пуль рискует уйти мимо, не нанеся противнику никакого вреда. Проведем эксперимент, постреляем в условную голову мишени из огнестрельного и пневматического оружия. Да, практика подтверждает наши теоретические измышления. Процент попаданий в молоко оказался довольно большим. А вот если бы мы стреляли в корпус, почти все пули попали бы в мишень. При том, что общая кучность стрельбы вообще не изменилась. Только вот цена выстрела и попадания в реальной жизни и играх несопоставима. И в реальности никто не будет без веской причины тратить дополнительное время на прицеливание в голову, да еще рискуя вообще не попасть во врага, если можно выстрелить в корпус. Потому что попадание в корпус также выводит врага из боя. Да, сейчас большинство военных носят индивидуальные средства бронезащиты, но даже попадание в бронеплиту нанесет противнику как минимум приличную запреградную травму, после которой в ближайшие минуты он не сможет вести бой. Безусловно, есть ситуации, когда и в реальности военные вынуждены стрелять именно в голову противнику. Но и как в случае с применением рукопашного боя, это скорее исключение, чем правило. Тактическая перезарядка. Это замена неполного магазина на полный. Осуществляется обычно после коротких перестрелок в момент передышки после того, как часть патронов была израсходована, чтобы в случае нового огневого контакта у вас был полный магазин. В играх этот навык используется повсеместно. Многие геймеры, если есть такая возможность, меняют магазин вообще после каждого убитого врага, лишь бы не остаться в решающий момент без патронов. Конечно, иногда противнику удается подловить вас на перезарядке, но это большая редкость, а других недостатков, как таковых, тактическая перезарядка в играх не имеет.
Даже полупустой магазин чаще всего сохраняется. Кроме того, тактическая смена магазина производится в играх, как правило, заметно быстрее, чем полная перезарядка, что, естественно, дает серьезное преимущество и помогает опередить противника. Как же так получается? Все очень просто. Современное огнестрельное оружие чаще всего имеет автоматический либо полуавтоматический механизм стрельбы, когда досылание патронов в патронник и взведение курка происходит благодаря энергии пороховых газов предыдущего выстрела. Если вы израсходовали все патроны и вставили новый магазин, то вам надо дослать патрон и взвести курок. Для этого необходимо оттянуть и отпустить рычаг взведения. Если вы меняете магазин, в котором еще были патроны, значит один, самый последний патрон остается у вас в патроннике. Примыкаем новый магазин, нажимаем на спуск, происходит выстрел. Патрон, который оставался в патроннике, при выстреле перезарядил наше оружие, избавляя от необходимости делать это вручную. Так что тактическая перезарядка в реальности действительно быстрее, чем полная, так как вы не тратите время на взведение затвора. А ведь на том же калаше затвор взводить не очень удобно. Для этого надо пользоваться либо левой рукой, либо перехватывать оружие. Еще один плюс. В реальности даже в момент перезарядки вы можете произвести один выстрел, благодаря остающемуся в патроннике патрону. Это в случае, если в поле зрения вдруг внезапно окажется противник. Сплошные плюсы, не находите? Но как быть с расходом патронов? В реальной жизни ценность боеприпасов очень высока, и никто не будет ими разбрасываться направо и налево только потому, что вы израсходовали 5 или 10 патронов из магазина. Но и здесь все продумано. Полупустые магазины чаще всего отправляются в подсумок под сброс. Скинуть туда магазин немногим дольше, чем просто бросить его на землю. Так что в реальной жизни и, например, при игре в страйкбол тактическая перезарядка используется довольно часто. И механика этого навыка в играх и реальности мало чем отличается. Разве что в реальности, плюс ко всему, в момент передышки можно заполнить полупустой магазин патронами из пачки. Но некоторые игры такую возможность тоже дают, например, Escape from Tarkov. Ну что ж, на этом все на сегодня. Будет ли продолжение? Обязательно будет. Список навыков из игр оказался весьма внушительным. Кое-что, конечно, является очевидным, но некоторые вещи мне самому интересно проверить. Так что продолжение обязательно будет. Подписывайтесь на канал, чтобы его не пропустить. Кроме того, я хочу в рамках проекта «Игры против реальности» взяться за сравнение тактического обвеса для оружия, его реализации и бонусов в шутерах и в настоящей жизни. Я имею в виду тактические рукояти, лазерные целеуказатели, коллиматоры, оптические прицелы, сошки и так далее. В создании ролика помогали бойцы команды Таганай: Игорь Сысолятин, Денис Базанов, Виктор Уфимцев и Сергей Атаманюк, а также Валера Жандаров из Voodoo Team. Всем им выражаю огромную благодарность. Вам огромное спасибо за просмотр. Если видео понравилось, не поленитесь поставить лайк и покажите его своим друзьям. Пишите в комментариях, какие еще навыки из игр можно проверить, и помните, насилие пусть остается на экране компьютера. Хотите почувствовать себя героем шутера в реальности? К вашим услугам военно-тактические игры, в частности страйкбол. На моем канале много информации про этот вид активного отдыха и спорта. Ну а на этом у меня все. Продолжение уже в работе, так что скоро увидимся. Пока! Все стрельбы из огнестрельного оружия проводились на специально подготовленных площадках учебного центра «Полигон» в городе Челябинске. Центр «Полигон» представляет широкий спектр услуг. Это и пристрелка оружия в 100-метровых галереях, курсы знакомства с оружием, курсы по безопасному обращению с оружием, по скоростной и практической стрельбе. Ссылка в описании.